Занятие первое в целом, да, или ответственность в целом. Итак, несколько слов по ответственности. Несколько занятий у нас будет. Сегодня ответственность в целом. Из нее следует ответственность за судьбу, ответственность за себя и ответственность за самореализацию. Да? То есть, если ответственность в целом не сформирована у человека, то не может быть ни за себя, ни за судьбу, ни за самореализацию. Да? Чтобы достигать успеха, в том числе в самореализации, должна быть и ответственность за себя, да, держать себя в высоком жизненном тонусе, да, потому что самые плохие мысли приходят в уставшую голову или в негативном состоянии. Если человек, ну, на самом деле это все очень просто. Не хватает энергии, да, вот, есть энергия, куда ее направить? Думать или дышать? Сначала дышать. Мало энергии, кроме части Муладхары, все остальное отдыхает. Какие там мысли могут приходить в голову? Ну какие? Никакие сложные задачи в уставшем состоянии не могут быть решены. Да, поэтому нужно держать себя в тонусе. Чтобы работали верхние центры, нужно заряжать их высокими смыслами. Да, если ценности примитивны, цели примитивны, только нижние чакры там и как-то там пытаются работать, но они не направлены на достижение высоких результатов. Да? Для этого должны работать верхние центры. Итак, по ответственности в целом. Собственно, ответственность – это один из ключевых принципов, да, одни из основных свойств человека, которые в конечном итоге определяют, он способен или не способен. В данном случае, если мы говорим об ответственности в целом, по большому счету это не столь важно. Это же проявляется везде. Там в школе, как человек выполняет домашние задания, как он учится, как он подходит к занятию спортом, предположим, или к чему угодно. То ли ответственно, то ли безответственно. Да? То есть ответственность – это комплекс определенных убеждений, качеств и определенных навыков. Да? То есть как они отличаются? Ну, в целом картинка. Да, первое, скажем, свойство – осознанность или неосознанное поведение. Осознанное поведение. Да, человек мотивирован на достижение результата. Ему нужен результат. Вот для чего он живет? Ставить задачи и решать задачи. Он хочет действовать и достигать результатов. Он на это мотивирован. У него есть чувство долга, у него есть честь. Безответственный человек. Чем он руководствуется? Ой, не хочется мне. Лень. Страшно. Я сомневаюсь. Он занимается ерундой. Он не думает, к какому результату ты хочешь прийти. Вот там человек, скажем, включает негативные эмоции. Да? Он что, думает о последствиях, что ты делаешь? Создает неудобства другим. Он что, думает о последствиях? Да, вот люди успешные, да, и неудачники успешные, они рассуждают чем? К какому результату я хочу прийти? А неудачника эти программы отдыхают. Он вообще не думает о будущем. Ему или сейчас хочется, не хочется, страшно, не страшно. У него нет расчета и какой-то перспективы. А тот человек, который идет к успеху, он мотивирован, ему нужен результат. Да как он действует? Он ставит перед собой задачу. Если он хочет расти, значит вверх, да, с какой скоростью там хочет расти. И он решает эту задачу. Он заточен на это. Какие бы ни были условия, ну неважно, война, там, мир, там, эмоции, обстоятельства, правительство. Человек, да, ответственный, он решает задачу. Вот какие бы там ни были условия, я отвечаю за себя, за свою судьбу, мне нужен результат. А вот все остальное, там, люди, проблемы, враги, неважно, там, тарифы, да, это вот обстоятельства, в которых ты действуешь. Да, вот есть обстоятельства, хорошие или плохие. Ты анализируешь, что за обстоятельства, и ты решаешь задачу, как в этих обстоятельствах получать результат лучший из возможных. Ты отвечаешь за получение вот этого результата. Он действует спокойно, рационально, без негативных эмоций. Безответственный человек. Если немного перефразировать его поведение, он говорит: дайте мне повод подергаться. И он обвиняет, переживает, страдает, оправдывается. Он занимается чем угодно, кроме достижения результата. У безответственного человека уважения к себе нет.
все равно, что люди думают, вот, а вот он считает вот так. Да, ему все равно. У него нет вот оценки себя с точки зрения вклад в общее дело, каких высот ты достигаешь. У него это хочется и не хочется, жмется или не жмется. Да, то есть один человек решает задачу, второй запускает негативные программы. Для него мир несправедлив, он кого-то обвиняет, он не идет к цели, он не показывает результат. Да, он очень много там сотрясает бесполезно воздух. У человека безответственного не может быть классного будущего. Он мало кому интересен. Вот с точки зрения, да, глобальной, то есть первое – это само свойство. Вот взялся и доведи его до ума. Да? Безответственно не может довести до ума, у него миллиард причин, почему он этого не сделает. Миллиард. Ответственность – это краеугольное свойство для достижения результатов, неважно, в самореализации или там, в любой сфере, там, во взаимоотношениях. Если ты ответственный, ты думаешь, так, в каком состоянии, какие слова говорить, как выглядеть. Ты решаешь задачу, как быть позитивным, как формировать уважение и благодарность. Да? Но это в целом. Дальше это все распределяется на множество вопросов. Да, если ответственный человек, все, я это делаю. Что? Я изучаю все, что к этому имеет отношение. Нельзя пропустить важные элементы, планирую, а кто за меня это будет делать. Я решаю задачу, да, я не жду, я активно действую, да, там, скажем, по поводу ожиданий. Ну, часть людей вообще ни на что не надеется, часть людей ждут чуда. Поэтому в целом ответственность – это способность взять и довести до ума, и что бы ни происходило, жизнь всегда, она всегда подбрасывает какие-то обстоятельства, да, что-то изменяется. Ты на это нормально реагируешь, да, ты взял ответственность. Что бы ни произошло, ты должен показать конечный результат. А безответственно, даже если он взял, не факт, что он хочет это сделать. Да? Он не заинтересован действовать, решать задачи, действовать и получать результаты. Он ищет причины, оправдания, почему не сделал, почему не получилось. А кто-то ему помешал, кто-то должен ему чему-то, должен был. Что угодно. Но почему ты не показываешь результат, у него всегда человек тысяча оправданий. Но фактически, да, кто делает карьеру, кто достигает успеха? Только те люди, которые показывают результаты. Результат. Вот ответственный человек, он заинтересован показывать результаты. В этом для него честь, достоинство, уважение. Я же пообещал, у бизнесмена, успешный человек, я же пообещал, все, я должен это сделать.